Глава 491. Эльфийский король делает ход. Совершенствования и силы лорда Као было достаточно, чтобы считаться первоклассным экспертом в лесу хаоса, иначе как он мог стать городским лордом? Но даже с этой силой он был застигнут врасплох атакой другой страны. С того момента, когда другая страна атаковала, до того, как атака приземлилась, Као ничего не обнаружил. Другими словами, если бы другая страна хотела покончить с ним прямо сейчас, очень вероятно, что она добилась бы успеха. Другая сторона не сделала этого. Почему? Либо у него не было намерения убить Као, либо это было так же просто, как щелкнуть пальцами, чтобы убить Као, так что этот шанс не был для него шансом, и ему не нужно было тратить энергию, чтобы использовать его. Все посмотрели, и в неизвестное время в саду появилась фигура. Это был эльф среднего возраста, похожий на умеренного ученого. Его лицо считалось безупречным даже среди эльфов, и он был похож на обычного человека, совсем не испуская колебаний энергии. На нем была зеленая одежда, а на голове была простая нефритовая корона. В руке у него был длинный скипетр, а его серебристо-белый плащ танцевал на ветру. Легендарное имя появилось в головах группы чутеня «Эльфийский король Ланселот». Люди за пределами Вечного Леса редко видели истинное появление короля эльфов, и, конечно, группа чутеня никогда не видела его раньше. Однако по описанию Вивиан своего отца они могли понять, что этот человек был Ланселотом. Сила, которую использовал эльфийский король, исходила от скипетра в его руке. Этот скипетр назывался «Скипетр леса», и было сказано, что он был сделан из ветви древнего древа жизни Великой Древней Эпохи. Скипетр давал владельцу мощную божественную мощь, и, возможно, в лесу хаоса не было второго человека, достойного использовать это оружие. Первое впечатление, которое произвел эльфийский король, было не правителем, а скорее хорошим ученым или странствующим поэтом. Городской лорд Као не мог судить о статусе другой страны, но он чувствовал опасность, исходящую от другой стороны. На его лбу появилось несколько вен, но то, что проходило через его зрачки, не было убийственным намерением, а скорее было нервозностью. Это было похоже на охотника, который был сосредоточен на охоте, и внезапно кто-то бросил в него раскаленный уголь. Он не мог не кричать. Эльфийский король походил на гладкий и спокойный нефритовый портрет, и простой скипетр уже был вставлен в землю. Хотя не было никаких колебаний энергии, каждый мог ясно чувствовать, что этот сад уже был областью этого эксперта, он мог атаковать из любого места в любой момент. «Отступи, и я не убью тебя». Когда эльфийский король говорил, угрозы не было вообще. Скорее, это было как искренняя просьба старого друга. Глаза городского лорда Као были сосредоточены на Чутяне, но его разум и божественные чувства были сосредоточены на эльфийском короле. Группа Чутеня уже превратилась в зрителей. Атмосфера внезапно замерзла в этот момент. Как будто время не могло течь в саду. Среди этих людей был только один человек, который мог узнать эльфийского короля. Это был Кена, стоящий за Као. Кена не был кем-то из города боевых знамен и в прошлом бродил по лесу хаоса. Он встречался с эльфами раньше, поэтому он немного понимал эльфийского короля и узнал легендарный скипетр жизни. Кена разразился холодным потом, он даже не смел дышать слишком громко. Любое ненужное движение повлечет за собой разрушение. Эльфийский король сказал, что готов отпустить их, поэтому они почувствовали себя намного лучше. Хотя они и не знали, почему эльфийский король был здесь, с тех пор, как появился эльфийский король, в этой битве не было никакого смысла. Когда Кена думал о том, как сказать Као, чтобы он отступил. Кто бы мог подумать, что в это время что-то, чего Кена не ожидал, произойдет. Гар. Као мгновенно превратился в несколько теней, когда он напал на группу Чутеня. Он не знал, кем был этот эльф, но, скорее всего, он был связан с Вечным Лесом, скорее всего, бросился к божественному дереву. Не было никакого способа взять божественное дерево. Но, по крайней мере, он поймает этих людей, иначе какой смысл будет иметь эта битва? Као не был готов, эльфийский король увидел это и вставил скипетр жизни на несколько дюймов в землю, распространяя в земле непреодолимую силу. Бесчисленные зеленые лозы вырвались из-под земли и легко поймали тело Као, движущееся со скоростью звука. Еще несколько лоз вышло. Они нанесли ему удар, словно пронзив бумагу, мгновенно вонзаясь в тело Као. Као показал недоверие. Ты, если ты убьешь меня, его величество король зверей не отпустит тебя». Эльфийский король тихо вздохнул. «Я, Ланселот, вынесу это». Ланселот, когда Као услышал это имя, его мысли мгновенно погасли. Его глаза были как у мертвой рыбы, и он, наконец, понял, почему он был полностью побежден. Так это был эльфийский король, не было обиды на смерть от его руки, со взрывающимся звуком городской лорд орков был разорван на части. Когда такой персонаж, как Као, оказался перед эльфийским королем, он был всего лишь маленьким насекомым, настолько слабым, что рухнул с одной атаки. «Мы не знали, что это было ваше величество, эльфийский король». Кена быстро поклонился с потной головой. Мы отступаем». Эльфийский король слегка кивнул.
Эти люди сразу же убежали, как будто их помиловали. Нангунь Юнь сказала недовольным голосом: «Неужели мы так просто их отпустим?» Хотя другой стороной был король эльфов, Нангунь Юнь была очень близка к Вивиан, поэтому она не чувствовала никакого давления, увидев ее отца. Эти парни создали беспорядок в городе чудес, разве это не слишком легко отпустить их, позволив им уйти так легко? Конечно. Это был уже лучший финал для города чудес. Хотя эльфийский король был силен, ему было невозможно сражаться с более чем миллионом солдат. Каждая минута этого боя продолжала наносить все больше урона городу чудес. Эльфийский король, позаботившийся о Као, был только сдерживающим фактором. В конце концов, после того, как Као умер, у 4 армий городов не было лидера, и, когда Кена вернулся обратно, они наверняка отступят. Слава эльфийского короля была очень полезна, город боевых знамен быстро отступил, когда Кена сообщил о смерти Као. Когда различные города узнали о прибытии эльфийского короля, они быстро приказали своим войскам отступить. Эльфийский король был одним из сильнейших людей в лесу хаоса. Его появление означало вмешательство Вечного леса, и кто знал, сколько экспертов привел Вечный лес. Более того, если бы эта битва была поднята до уровня Вечного леса, они не могли сражаться. «Ваше Величество Ланселот, мы никогда не думали, что вы приедете лично». Цветочные феи взволнованно окружили его. Цветочные феи были в хороших отношениях с эльфами, и Лулу с остальными феями с их бесконечной жизнью много раз видели эльфийского короля. Эльфийский король Ланселот появился перед древом жизни и посмотрел на божественное дерево высотой 3 фута глазами, полными шока и эмоций. Это древнее древо жизни. «Я никогда не думал, что у вас все получится. Ваше Величество, это заслуга чутеня», — сказала Лулу. «Если бы мы не использовали метод чутеня, чтобы активировать семя, как бы мы ни старались, мы бы не смогли его пробудить». Эльфийский король осмотрел группу чутеня. Мэн Цинву и Мэн Ин немного нервничали. Король эльфов был предводителем Вечного леса, самым сильным среди эльфов и одним из самых влиятельных экспертов в лесу хаоса. Даже Мэн Цинву было трудно сохранять спокойствие перед таким человеком. На этот раз ваши методы были слишком рискованными. Если бы я немного опоздал, даже если бы вы смогли убежать, древо жизни могло бы столкнуться с несчастным случаем. Эльфийский король оглянулся на древнее древо жизни. Внешний вид этого дерева привлечет внимание многих людей. Я предлагаю переместить его в Вечный лес. Таким образом, он станет очень здоровым солнцем и водой Вечного леса и будет защищен барьером Вечного леса. Чутянь пожал плечами и сказал: «Ваше Высочество, возможно, не знает этого, но как только древо жизни прорастет, его корни соединятся с духовными венами на глубине в 1000 миль, сливаясь с землей. Если мы поспешно пересадим его в этой ситуации, это будет очень опасно». «Правильно, Ваше Величество». Лулу и другие засвидетельствовали: как только древнее древо жизни было посажено, оно не может быть легко перемещено. Не говоря уже о том, что это семя древа жизни дремало в течение бесчисленных лун, хотя оно было пробуждено с трудом, оно находится в очень слабом состоянии. Если бы вы переместили его сейчас, он обязательно умрет. Если бы это были только слова чутеня, эльфийский король доверял бы ему только наполовину. Этот парень был очень хитрым, кто знал, говорил ли он правду. Но теперь, когда цветочные феи подтвердили это, у него не было выбора, кроме как поверить. Цветочные феи были лучшими садовниками на континенте, а у цветочных фей были чистые личности, они не солгали бы эльфийскому королю. Эльфийский король приподнял брови. Это хлопотно. Неважно, что большое спасибо за помощь эльфийского короля. Чутянь пожал руку эльфийскому королю. Однако сейчас город чудес в беспорядке, и нам нужно позаботиться об этом, поэтому мы не сможем вас развлечь. Сказав это, Чутянь не стал ждать, пока эльфийский король заговорит, он посмотрел на остальных и ушел. Это была самая большая катастрофа города чудес, и потери были неоценимы сейчас. Если было сказано, что внутренняя ситуация в городе все еще приемлема, внешняя ситуация не была оптимистичной. Потери местных племен были очень серьезными, и многие заводы были разрушены. Мэн Цинву сделала простой подсчет. Разрушения, жертвы, потери и грабеж могут привести к потере до 10 тысяч исходных камней для города чудес. Они должны были отремонтировать город и возместить украденные вещи, они должны были позаботиться о раненых гражданах, а также выплатить пенсии семьям погибших, нужно было щедро вознаградить тех воинов, которые получили заслуги в бою, это быть очень тяжелым бременем для финансов города чудес. Было бы хорошо, если бы это было именно так. На лице Деларес было угнетенное выражение лица. Банк чудес должен был уменьшить процент выплат племен вдвое и позаботиться о ремонтных работах. Мы не будем ничего зарабатывать на этих займах, а вместо этого потеряем большую сумму. Этот вопрос будет удручающим для всех. Модель заработка без потерь в банке чудес существовала только в обычных ситуациях.
Если бы были какие-либо природные или антропогенные катастрофы, они могли бы даже потерять свои первоначальные инвестиции. Не волнуйтесь, следующие дни будут немного трудными, но они пройдут. Чутянь сохранял оптимистичный настрой. После этой битвы слава города чудес распространится, и наше будущее развитие в центре леса хаоса будет более гладким. Это так, но даже так, город чудес не выдержал подобной битвы. Мэн Цинву все время хмурила брови. Она думала, что Чутянь был слишком оптимистичен. 4 города потерпели неудачу в атаке на город чудес. Это действительно заставило бы славу города чудес взорваться в центре леса хаоса, но после этого. Город чудес уже привлек внимание такой большой силы, как Вечный лес, могли ли они теперь мирно развиваться? Глава 492. Работа после битвы. Двигайся быстрее. У нас все еще много раненых солдат, которые нуждаются в лечении. Эти лекарства нужно доставить как можно скорее. Сколько банок еды приготовлено? Если в великой летней стране есть какой-то инвентарь, отправьте его, нам нужно кормить солдат. Несколько сотен сотрудников по приказу Мэн Ин загрузили коробки целых 5 дирижаблей. Мэн Ин вошла в дирижабль с Чутянем и поднялась над складом, медленно продвигаясь вперед. Когда они двигались перед смотровым окном, Мэн Ин могла ясно увидеть пейзаж города чудес, который в настоящее время был заполнен дымом. Большая часть гор рухнула, и большая часть леса была сожжена. Всего за несколько коротких дней город чудес был обезображен. Война действительно была дьяволом. Город чудес потерял более 40 тысяч солдат, и более 80 тысяч человек получили ранения, но их потери были гораздо меньше, чем у их врагов. И все потому, что в городе чудес было развернуто большое количество энергетического оружия и тот факт, что эта битва закончилась в критический момент. Если бы они боролись еще один день, было неизвестно, сколько будет жертв. Мэнин сказала хриплым голосом: «Наш город чудес был раем, но теперь есть так много мест, которые были разрушены». Чутянь нежно держала ее за плечо. «Не грусти. В городе чудес есть древнее древо жизни. Я верю, что будет нетрудно восстановить горные леса силой дерева жизни». Мэн Ин слегка кивнула. Храбрые воины. Враги разбиты, и город чудес победил на всех фронтах. Городской лорд Чутянь и министр производства Мэн Ин лично пришли с соболезнованиями, приготовив большое количество еды и лекарств. Все, пожалуйста, будьте уверены, ваша жертва за город чудес не будет напрасной. Каждая капля крови, которую вы пролили за город чудес, создаст более процветающий город для ваших будущих поколений. Каждого храброго воина, сражавшегося в этой войне, город чудес всегда будет помнить. Прежде чем дирижабли приземлились на землю, зазвучали громкоговорители. Жители и воины, ожидающие помощи, услышали это, и они разразились вдохновенными возгласами. Победа в этой битве была просто невероятной, и это была победа каждого члена города чудес. 5 дирижаблей медленно опустились. Чутянь и Мэн Ин лично приняли командование. Ящики с консервами и лекарствами были разосланы в руки граждан и солдат. В это время город был полон призывов к действию. Мэн Цинву лично выступила с речью. Сначала она поздравила и похвалила всех с победой, прежде чем сделать призыв к действию. Окружающие племена были серьезно повреждены в битве, и теперь требовалось, чтобы все в городе чудес работали вместе, чтобы восстановить их. Когда был отдан приказ? Весь город ответил. Будь то карлики внутри города чудес или разные племена, живущие вокруг них, все эти люди собрались вместе. После этого 200-300 тысяч человек сформировали множество небольших групп, бежавших в разные племена, чтобы восстановить их. Эта сцена была очень страстной, и это создало странное чувство в сердцах людей. Это было беспрецедентное тепло, как чувство принадлежности к своему дому. Город чудес не просто победил на этот раз, он увеличил единство окружающих племен и самого города чудес. Чудовещание воспользовалось этой возможностью, чтобы сообщать о ситуациях в реальном времени, а также публиковать некоторые сцены кровопролития, которые произошли на войне, продвигая гармонию между племенами и городом. Были даже планы снять фильм. Короче говоря, в течение нескольких сотен лет все племена имели неясные отношения и часто конфликтовали с городом. Тем не менее, после совместной битвы жизни и смерти, большинство племен и город были полны чувства дружбы. Когда Чутянь и Мэн Ин были заняты предоставлением предметов помощи. Нангунь Юнь бросилась и спросила: «Босс, в общей сложности 60 тысяч пленников. Что нам с ними делать?» Так много, Нангунь Юнь не стала ждать ответа и быстро предложила: «Я думаю, что мы должны убить их всех. Поскольку они вторглись в наш дом, они должны быть готовы расплатиться своей жизнью. Их убийство поднимет моральный дух людей города чудес, отпугнет этих маленьких воров и заставит людей не желать нападать в будущем». Это более 60 тысяч человек. Мэн Ин показала недоверие.
Убить 60 тысяч человек? Какую реку крови это создаст, делать это слишком жестоко. Что мы можем сделать, если не убьем их? Нангунь Юнь была человеком, который поклонялся военной силе, но не был жестоким человеком. Она также чувствовала, что убивать их всех было немного неуместно, но она не могла придумать лучшего способа позаботиться о них. Это злодеи, которые вторглись в город чудес, их руки окрашены кровью людей города чудес. Если мы их так отпустим, это повлияет на моральный дух наших людей. Мэн Ин высказала свою точку зрения, но город чудес будет развиваться в будущем и будет связываться с другими городами и племенами. Если в этот раз мы убьем 60 тысяч человек, большинство из которых будут пленниками из других регионов, это вызовет большую враждебность по отношению к городу со стороны других людей. Это не пойдет на пользу развитию нашей компании в будущем. Ты тоже права. Нангунь Юнь не думала так далеко. Они не могли убить их и не могли не убить их, и все 60 тысяч ртов нужно было кормить. Финансы города чудес были на грани краха, они не могли долго поддерживать все эти рты. Босс, ты должен принять решение. Вам все еще нужно спрашивать меня по такому простому вопросу? Естественно, они не могут быть освобождены, им нужно расплатиться за свои злые дела. Чу Тянь закатил глаза, но нет необходимости убивать их. Найдите молодую мисс, чтобы составить список выкупа для пленников, и отправьте этот список племенам и городам. Пусть они заплатят деньги за пленников. Что касается цены, чем выше, тем лучше. Если они не заплатят, тогда они не могут винить город чудес, так как мы дали им шанс, но их племена не воспользовались этим шансом. Город чудес уже проявил крайнюю терпимость. Чу Тянь сделал паузу, прежде чем сказать: если они долго не будут платить, просто отправьте этих пленников в рабство в город чудес или продайте их работорговцам. Короче говоря, выкупные деньги и доходы будут использованы в качестве компенсации за раненых или погибших солдат. Глаза Мэн Ин и Нангунь Юнь загорелись. Это было хорошо, это оставляло место для обсуждения и не оскорбляло местных жителей. Они также создали бы доброжелательный образ в лесу и могли бы увеличить компенсацию людей города чудес. Это обеспечило бы облегчение финансов города, а также стабилизировало сердце людей города чудес. Босс слишком умен, мы сделаем это. Город чудес прямо сейчас был полностью сосредоточен на послебоевых строительных работах. Чу Тянь, как городской лорд, естественно, должен был лично вознаградить граждан и солдат, поэтому он взял министра производства Мэн Ин, чтобы дать награды и репарации. Нангунь Юнь была министром обороны города, ее обязанностью было обращаться с заключенными и восстанавливать утерянное оружие. Делорез министру торговли и финансов, естественно, нужно было компенсировать потери и утешить разрушенные племена. Дун Фан Харан, как генерал города, должен был очистить войска и восстановить силу армии города. Мэн Цинву взяла под контроль общую ситуацию, поэтому, конечно, она была самым занятым человеком. Мало того, что она должна была иметь дело с подсчетами, она также должна была придумать план восстановления после битвы. К счастью, была помощь 0, поэтому она могла закончить эту работу без помощи других. Эльфийский король был почти забыт с одной стороны. Конечно, эльфийский король Ланселот не заботился об этих тривиальных вещах, оставаясь в саду чудес последние 2 дня, чтобы помочь цветочным феям заботиться о древнем древе жизни. Он также наблюдал за общей ситуацией с городом чудес. Когда Ланселот увидел город чудес, быстро восстанавливающий все и не впадающий в хаос после такой большой катастрофы, он был очень удивлен. Область города была смесью более чем 10 различных рас. Не говоря уже о времени хаоса, даже в нормальные времена это место должно было быть заполнено неприятностями. Но как будто между различными племенами в городе чудес было молчаливое взаимопонимание, они просто надеялись, что город станет сильнее. Это была очень редкая сцена в лесу хаоса. Хотя группа Чутяня была немного незрелой, они показывали потенциал. После завершения восстановительных работ в городе Чутянь созвал собрание высокопоставленных администраторов Кларка и вождей различных племен. Главной целью было поблагодарить всех за хорошую работу во время кризиса. Чутянь открыл еще 200 тысяч квот для различных племен. Многие племена поселились в горных хребтах чудес, поэтому город чудес был равен большому городу. Для этих жителей, чтобы войти в большой город, было чем гордиться. В конце концов, живя в городе чудес, они не только были бы в безопасности, они получали бы много преимуществ, обогащая свою жизнь. Чутянь — открытие 200 тысяч позиций, и это было очень хорошей вещью для этих племен. По окончании встречи Делорез вздохнула с облегчением. Наконец-то это закончилось. Нам нужно найти способ заработать деньги, текущий дефицит слишком велик. Мэн Цинву спросила: 0, как долго могут продержаться наши финансы? Отчет вице-лорду города: большая часть наших ресурсов была вложена в послевоенную реконструкцию. 0 честно ответил:
Поскольку большинство окружающих племен были серьезно повреждены, а производственный лесопарк был в основном разрушен, текущие финансы Комитета чудотворной торговли не могут поддержать все это. При нынешней модели доходов и расходов она рухнет всего через 2-3 месяца. Мэн Цинву крепко сжала брови. Все уже стало настолько серьезным. Похоже, нам нужно как можно скорее открыть несколько новых рынков и получить новый доход, чтобы покрыть наши текущие расходы. На самом деле, со способностями Комитета чудотворной торговли, если бы у них был год, чтобы стабилизироваться, это не было бы проблемой вообще. Однако в этом то и проблема. Будет ли у них такой шанс? Мэн Цинву могла предвидеть, что в будущем город чудес будет центром всего леса хаоса. Они едва могли продержаться сейчас, но это при гарантии, что больше ничего не случится в будущем. Если бы была еще одна война, город чудес не смог бы ее пережить. Когда Мэн Цинву размышляла о контрмерах, Мэнин слушала панический доклад, держа в руках свой сотовый телефон. «Старшая сестра, это плохо. Быстро идем к транспортной башне. Есть много эльфов, пришедших из Вечного леса. Они кричат о том, чтобы захватить наш город чудес». Глава 494. Крыло смерти. То, что Мэн Цинву больше всего волновало, все же произошло. Древнее древо жизни в городе чудес привлекло бы внимание лесных гигантов и усложнило бы связь города чудес с Вечным лесом. Это было потому, что древнее древо жизни было словно божество для лесных эльфов, точно так же, как религия демонического бога поклонялась маленькой лисе. Могут ли эльфы позволить такому важному божественному объекту управляться группой посторонних? Этот конфликт, безусловно, породил бы очень большую проблему. Город чудес перед Вечным лесом был словно муравей перед слоном. Мэн Цинву не смела быть небрежной. Она отложила свои дела и помчалась. Вивиан построила транспортную башню в Вечном лесу, чтобы принести пользу городу чудес и Вечному лесу, но в итоге несколько десятков членов Совета эльфов были также транспортированы, в результате чего ситуация развивалась совершенно иначе, чем она представляла. Древнее древо жизни уже выросло до 2 метров за короткие 2-3 дня. Жизненная энергия, которую он выпустил, была еще более изобильной, и другие ее способности начали развиваться. Это божественное дерево находилось в центре сада, сразу же соединяясь с духовной жилой, длина которой составляла сотни миль, и извлекала большое количество богатой духовной энергии, в результате чего почва становилась в сотни раз богаче. Этот эффект превзошел даже самый лучший духовный массив. Духовная энергия города чудес с каждым днем становилась все богаче, наполняя каждую крупицу почвы энергией. Древнее древо жизни продолжало выпускать жизненную энергию, обогащая всех окружающих животных и растения, особенно те травы в саду. Их текущий ежедневный рост был больше, чем месяц назад, другими словами. Всего несколько дней было равносильно росту в нормальных условиях в течение года. Если трава будет выращиваться здесь в течение нескольких лет, разве она не станет редкой тысячелетней травой? Даже если город чудес ничего не будет делать, они смогут зарабатывать большие суммы денег, просто покупая молодые травы и перепродавая их. Не говоря уже о том, что древнее древо жизни существовало всего несколько дней, и его рост в будущем просто невозможно представить. Кого бы ни соблазнило это божественное дерево, не говоря уже о том, что древнее древо жизни имело особое значение для эльфов Вечного леса. После того, как древнее древо жизни было посажено, его было очень трудно пересадить, по крайней мере, сейчас его нельзя было перемещать. Эльфы Вечного леса не имели выбора и могли думать только об одном методе — захватить город чудес, официально превратив его в эльфийский город. Это было то, о чем Вивиан никогда не думала. Вы недостаточно сильны, чтобы защищать город чудес, не говоря уже о древнем древе жизни. Члены Совета эльфов придерживались твердого мнения, почти указывая на нос чутеня, когда они кричали: «Это дерево очень важно для расы эльфов и является божественным объектом для эльфийской расы, вы хотите оставить его себе?» Это верно. С этого дня город чудес будет под опекой Вечного леса. Другой член Совета эльфов сказал: «Конечно, что касается всего, что вы сделали для Вечного леса, Вечный лес будет помнить это. Вечный лес даст вам достаточно компенсации». Эльфийский совет оказался на удивление в единстве. Даже Улис также поддерживал эльфов, которые пришли сюда, чтобы защитить город. Мэн Цинву видела, что ситуация становилась все более сложной, совет эльфов был тверд, без какой-либо возможности для обсуждения. Комитет чудотворной торговли много вложил в город чудес, как они могли так просто от него отказаться? Ха! Вы играете в дурака, или вы все потеряли свои воспоминания. Чутянь достал из груди свиток и развернул его. Город чудес разорвал отношения с Вечным лесом. Эльфийский совет Вечного леса и эльфийский король согласились на независимость города чудес и не должны больше вмешиваться. Этот контракт подписан спикером Совета эльфов и королем эльфов. Может ли быть так, что раса эльфов, выступающая за следование правовой системе, сегодня грубо нарушит этот контракт? Все члены эльфийского совета имели ужасное выражение.
Теперь они наконец поняли, почему Чутянь нарочно разорвал связи с эльфийским лесом несколько дней назад. Он уже ожидал такой ситуации после рождения древнего древа жизни. Чутянь продолжал говорить: «Вы, эльфы, которые восхваляют себя в своей культуре, готовы нарушить это обещание». Лица членов Совета эльфов изменились. Хотя эльфийский совет был разделен на консервативные и реформистские фракции, они все еще были эльфами и охраняли все формы договоров или уставов. В конце концов, это был основной дух эльфийской расы и что-то, на что эльфы потратили много энергии, чтобы сохранить. Агаста встал с некоторым раздражением. «Человек, такой очевидный план, ты думаешь, у эльфов нет мозгов? Вы можете говорить, что хотите». Рассмеялся Чутянь. Влияние Вечного Леса в 100 раз превосходит влияние Города Чудес. Город Чудес — более слабая страна, и если более сильная страна насильно нарушит договор, что я могу сделать? Приходите как вам угодно. Самое большее, вы просто убьете меня и покажете миру лицемерие эльфов. Старший брат Чутянь, не сердись. Вивиан увидела, что ситуация была плохой, и быстро встала. Дедушка, спикер, зачем вам заставлять старшего брата Чутяня? Если бы не было старшего брата Чутяня, был бы город чудес? Почему вы не можете просто работать вместе? Расслабься, эльфы презирают использовать силу, чтобы запугивать других. Агаста холодно фыркнул, но закулисный контракт не остановит Вечный Лес, эльфы вернут город чудес справедливым методом. Чутянь посмотрел на Вивиан. Как трудно было иметь дело с этой группой упрямых стариков. Недостаток эльфийской расы был слишком фатальным. Независимо от того, как долго они живут и сколько у них знаний, они всегда будут негибкими. Длинные и утомительные законы эльфийской расы Чутянь мог найти несколько десятков лазеек даже с закрытыми глазами. Также с эффективностью работы эльфов, если бы они действительно хотели драться с Чутянем, сколько лет это заняло бы, Улис раньше имел дело с Чутянем, поэтому он знал, что это неправильно. Он сразу сделал предложение. «Чутянь, мы знаем, что ты вложил деньги в город чудес, и эльфы не являются неразумной расой. Как насчет обмена городами, как ты думаешь?» «Что, обменять города?» «Выньте карту». Улис открыл большую карту, на которой изображена большая южная часть леса хаоса. Эта часть леса называется лесом Серебряной Луны, она ничем не хуже города чудес. Эльфы управляли городом Серебряной Луны в течение 5000 лет, и он в несколько раз более процветающий, чем город чудес, которому несколько сотен лет. В окрестных тысячах миль уже нет врагов, и у него прекрасная естественная система защиты. Если вы останетесь в нем, у вас будет много ресурсов. Ты все еще будешь городским лордом лесного города, но ты будешь в 10 раз богаче. Мэн Цинву была ошеломлена, услышав это. Эта группа эльфов действительно может выдержать этот ход, другие члены Совета эльфов показали трудные выражения. Город Серебряной Луны был единственным процветающим городом Вечного Леса, но для города чудес они приняли такое решение. Это было действительно тяжело для них. Нет. Ты. Члены Совета эльфов хлопнули по столу. Этот человек был слишком высокомерен, эльфы явно сделали большой шаг назад и дали ему полную компенсацию. Что он хотел сделать? Чутянь даже не взглянул на город Серебряной Луны, потому что это был эльфийский город, а эльфы ненавидели другие расы. Если Чутянь примет этот эльфийский город, когда эльфы уйдут, у него просто будет пустой город. Какая польза для него от пустого города? Как может Чутянь заботиться об этой небольшой выгоде? По сравнению с городом чудес, хотя многие аспекты не были завершены, Чутянь уже твердо стоял здесь. Здесь были лучшие ученые и лаборатории в лесу, в центре леса хаоса, обладающего большим потенциалом для роста. Самым важным было древнее древо жизни, оно имело очень большое значение для Чутяня. Вы должны понять, я не сделал это для себя. Я думаю о вечном лесу и эльфах. Чутянь знал, что эту группу эльфов нужно убедительно обосновать. У Вечного Леса есть 3 роковых недостатка, чтобы править городом чудес. Это не только не позволит вам защитить древнее древо жизни, но и поставит под угрозу Вечный Лес. Бред. Это глупость. Чутяню было безразлично, что эти эльфы сказали, когда он проиллюстрировал. Во-первых, в городе чудес есть несколько разных рас в области вокруг города чудес. Им не нравятся эльфы, поэтому эльфийские правила здесь не соблюдаются. Может быть, эльфы изгонят эти десятки тысяч людей? Во-вторых, эльфы очень медленные в работе и не имеют никакой мотивации. Было бы хорошо, если бы это был обычный город, вы можете постепенно развивать его со своей долгой жизнью. Но у такого критического города, как город чудес, где древнее древо жизни действует как бочка с порохом, у вас есть время, чтобы медленно построить город. В-третьих, древнее древо жизни является пережитком великой древней эпохи, поэтому эльфы, естественно, станут сильнее, когда вы его получите.
Однако древнему древу жизни нужно много времени для роста. Как вы думаете, другие лесные державы будут сидеть и смотреть, как вы становитесь сильнее? Чутянь явно не говорил глупостей. Эльфы как минимум должны были столкнуться с этими проблемами. Как мог вечный лес развиваться в городе чудес и не иметь давления со всех сторон? Конечно, эльфы даже не рассматривали эти проблемы. Хотя эльфы не любили сражаться, они были уверены в своих силах. Они не боялись сражаться с этими лесными гигантами, они просто были сосредоточены на том, чтобы вернуть древнее древо жизни. Древнее древо жизни было слишком важно для эльфов. Когда Агаста собирался опровергнуть Чутяня. Слова Чутяня действительно верны. Эльфийский король, который не говорил до сих пор, наконец сказал: «Мы не можем сейчас обсуждать вопрос города чудес, у нас уже небольшие проблемы». Проблемы. Какие проблемы? Когда все были смущены, в небе произошел взрыв. Как дыра в небе, они увидели на горизонте несколько фигур, в центре одна гигантская. Глядя на это издалека, это тело было длиной не менее 100 метров. Оно было абсолютно темно-черное и покрыто черными чешуйками с парой несравненно широких крыльев. Куда бы он ни летел, сильный ветер разрывал воздух на части. Лицо Агаста упало. Это повелитель драконов. Лицо Ланселота стало серьезным. Крыло смерти Нитхак. Глава 494. 4 гиганта. Нитхак. В лесу было не так много людей, которые знали это имя, потому что люди привыкли к его прозвищам Лорду-дракону или Крылу смерти. Было неизвестно, сколько лет Крыло смерти прожило. Для расы гигантских драконов, которая могла бы жить десятки тысяч лет, он все еще должен быть среднего возраста. Крыло смерти, живший не менее 10-20 тысяч лет, был одним из древнейших существ в лесу хаоса. Территория Крыла смерти находится в Драконьем хребте. Легендарный город драконов был городом, созданным из сокровищ. Говорится, что сокровища там могут достигать небес. У расы драконов было сильное желание собирать, и Крыло смерти Нитхак был одним из лучших. Его бесконечная жизнь и его сила, которая могла презирать весь мир, позволяли тому, кто рассматривал сокровища как жизнь, иметь достаточно времени, чтобы украсть их и спрятать. Не было никаких сомнений. Крыло смерти Нитхак был самым известным коллекционером в лесу хаоса. Кроме того, Крыло смерти было также самым богатым человеком в лесу хаоса. Этот повелитель драконов был чистокровным настоящим черным драконом. Он в основном умел использовать темную и смертельную энергию, поэтому большинство его подчиненных были злыми существами. Под ним было много темных рас, таких как темные эльфы, темные духовные звери, дьяволы. И даже немало личий, работавших до своей смерти под его руководством. Они были достаточно сильны, чтобы покрыть небо, одного чиха от него было достаточно, чтобы вызвать беспорядки в лесу хаоса, слишком мощный, это давление было слишком сильным, сила Крыла смерти была явно на том же уровне, что и у эльфийского короля. Однако эльфийский король давал людям ощущение, будто он бессилен, в то время как сила Крыла смерти вырывалась наружу. Это было необычное давление, это было давление дракона, давление гигантского дракона. Давление, которое пиковая жизненная форма оказывала на низшую жизненную форму, было похоже на пикового царя пищевой цепи, смотрящего на жалкого муравья. Когда это давление обрушилось на город чудес, на месте появились рухнувшие в обморок люди. Другие чувствовали, что их тело притягивает к земле, и они не могли стоять прямо. Лица Мэн Цинву и других побелели. Это была сила гигантского дракона, этому не могли противостоять обычные люди. Крыло смерти пришел не один, рядом с ним было несколько драконов. Эти драконы были драконами с кровью, которая была ниже по классу, но они были существами с ужасающей силой, не уступающими членам Совета эльфов. На спине каждого дракона были личи, упыри и темные эльфы, поэтому разница между обеими странами была не слишком велика. Ланселот. Я догадался, что ты был здесь. Гигантское тело Крыла смерти испустило черный свет, и на нем появилось бесчисленное множество рун. Примерно через 4-5 секунд свет потускнел и уменьшился. Тело длиной более 100 метров всего за несколько секунд фактически превратилось в человеческую фигуру высотой всего около 3 метров. Конечно, это был не человек. Мощное тело Крыла смерти было покрыто чешуей дракона и имело пару мощных крыльев на спине с костяными шпорами, которые были похожи на острые костяные копья. Его глаза были цвета темного золота, с зрачками, как у рептилий, длинными и холодными. Хотя его тело стало меньше, его давление совсем не уменьшилось. Король эльфов выпустил нежную и естественную ауру, которая мгновенно уравновешивала намерение убийства вокруг Крыла смерти, мгновенно позволяя окружающим вздохнуть с облегчением. Мы не виделись 80 лет, и ты выпустил свое намерение убить, как только мы встретились. Мы должны сесть и правильно поговорить об этом. Драконьи крылья Крыла смерти тряслись. Зачем спешить? Еще не все здесь. Эльфийский король был слегка ошеломлен,
когда он что-то почувствовал. Хотя невооруженным глазом ничего не было видно, эльфийский король через скипетр жизни мог видеть все в радиусе 100 миль. В это время в город чудес одновременно шли две группы маленьких гороподобных фигур. Донг, небо и земля сотрясались, все живые существа были шокированы, подобно тому, как пришел Бог, волна давления распространилась во всех направлениях. С дрожанием земли появилось 15 гигантов. Если никто не был бы лично свидетелем этого, никто не смел бы поверить, что такие высокие люди существуют в этом мире. Каждый гигант был около 100 метров в высоту, человек даже не был таким же высоким, как их пальцы. Кожа каждого гиганта сияла блеском металла и создавала у людей ощущение, что оружие, вода или огонь не могут проникнуть сквозь нее. В то же время каждый гигант был покрыт большим количеством рун, образованных из молнии. В их глазах не было зрачков, только горящее пламя грома. Титаны — это была раса титанов. Титаны были расой гигантов высокого уровня, и на континенте их осталось не так много, поэтому их можно назвать очень редким существованием. Гиганты-титаны обладали ужасающей силой естественного небесного грома в своих телах, поэтому они обладали разрушительной мощью, против которой даже боги и демоны не могли устоять. Это была раса, от которой все дрожали в страхе с другого направления. Несколько несравненно больших фигур двигались. Эти формы были немного меньше титанов. Они были похожи на гигантских орангутанов с ужасающими клыками и когтями. Эти широко открытые рты могут проглотить 3-5 коров одновременно. Куда бы ни пошли эти гигантские звери, их аура жестоких и диких зверей заставляла всех живых существ сдаваться и бежать. Бегемоты — это была раса бегемотов. Бегемоты были очень древней расой. Бегемоты обладали низкой репродуктивной способностью, поэтому их было немного. Более того, у бегемотов была особая особенность. Каждую сотню рожденных бегемотов будет 99 бегемотов-гигантов. Какими были гигантские звери? У них были только сила и пустой ум. Сила этих бегемотов была очень высокой, и они могли считаться естественными военными машинами. Более того, они были несравненно жестокими по природе, будучи наполнены естественной жаждой крови с рождения. Каждый раз, когда рождались сотни бегемотов, был только один мудрый бегемот. Этот бегемот был естественным королем 10 тысяч зверей, королем духовных зверей и прирожденным правителем. Люди из диких гор и гигантского хребта тоже здесь? Чутянь слегка приподнял брови, увидев это. Этот вопрос становится все более и более оживленным. Титаны и бегемоты остались за пределами города чудес. Две формы вошли в город чудес. Один был сильный человек, примерно того же размера, что и карлик, а другой — миниатюрный бегемот. Аура вокруг них двоих не уступала эльфийскому королю. Вероятно, они использовали то же секретное искусство, что и крыло смерти, чтобы уменьшить размер своего тела. Великий титан Громовая Ярость Сильвестр, золотой бегемот Взрывной Коготь — эти двое были легендарными фигурами. Один из них был высшим правителем горного гигантского хребта, а другой — королем 10 тысяч зверей в диких горах. Затем был также хозяин драконьего хребта и король Вечного леса. 4 самых влиятельных людей в лесу хаоса собрались здесь. Эту сцену не видели за последние 100 лет. Спикер Совета эльфов Агаста прибыл рядом с королем эльфов и холодно посмотрел на этих людей. «Зачем вы пришли сюда?» Даже если Громовая Ярость стал такой же маленький, как карлик, его злой нрав не уменьшился вовсе. Он посмотрел на Агаста и сказал насмешливым тоном: «Этот старый эльф еще жив?» Поистине печально. Лицо Агаста утонуло. «Громовая Ярость, тебе лучше быть вежливее». Будь то Титан Громовая Ярость, Бегемот Взрывной Коготь или Дракон Крыло Смерти, все они существа с несравненно долгой жизнью. Однако, если эльфы были поставлены перед ними, они уже несколько раз меняли поколение. Конечно, были преимущества как долгой и так и короткой жизни. У эльфов было больше экспертов. Эльфийский король Ланселот не уступал этим троим, и спикер Совета эльфов Агаста также был экспертом того же уровня. Высшие эльфийские лидеры, которые контролировали эльфийский лес, были экспертами, которые были лишь на ступень ниже. Континент был честным. При долгой жизни у каждого было слабое размножение, медленный рост и мощная индивидуальная сила. С короткими жизнями у каждого было сильное деторождение, быстрый рост, и силой большой группы нельзя было пренебречь. Люди, быстро растущие на континенте, поддержали эту теорию. Взрывной Коготь сказал с глубоким шипением: «Ланселот, ты не дашь мне объяснения убийства моего народа?» Эльфийский король слабо рассмеялся. «Я дал ему шанс, он был тем, кто не воспользовался им». Глаза Взрывного Когтя покраснели, когда он выпустил свое намерение убить. Говорят, что стиль эльфийского короля этого поколения даже лучше, чем у предыдущего короля. Ты занял трон всего 100 лет назад, а мы еще не сражались. Как насчет того, чтобы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить записи?» Они оба были лучшими экспертами в лесу.
Если бы они начали сражаться в городе чудес, ситуация была бы ужасной. Я не против, если вы сразитесь. Крыло смерти, похоже, не был заинтересован в сопровождении этих людей, но мое время драгоценно, и я перейду прямо к делу. Я чувствую запах древнего древа жизни, раз в этом мире появилось что-то настолько хорошее, готовы ли эльфы позволить нам увидеть его? Громовая ярость был окружен молнией, услышав это. Это общественное достояние всего леса, эльфы не подумают оставить его себе, не так ли? Жажда убийства взрывного когтя мгновенно исчезла. Он показал немного испуганное выражение. Если древнее древо жизни попадет в руки Вечного Леса, сила Вечного Леса сильно возрастет. Хотя Вечный Лес не любил сражаться, кому нравилось иметь на своей территории сверхдержаву? Вещи из Великой Древней Эпохи — это вещи, бросающие вызов небу, эти вещи должны быть непосредственно уничтожены. Древнее древо жизни было, без сомнения, хорошей вещью. Но был ли это драконий хребет, горный гигантский хребет или дикие горы, они не желали, чтобы эта вещь попала в руки Вечного Леса. Они предпочли бы уничтожить ее, если бы не смогли заполучить ее. Эльфы проявили повышенную бдительность, когда Агаста холодно сказал: «Если у тебя есть навыки, попробуй возьми». 3 против 2, у эльфов не было больших шансов на победу. Пришел весь совет эльфов, а также было несколько десятков экспертов из Вечного Леса. Даже если бы они полагались на силу древнего древа жизни и сражались в битве жизни и смерти, они не победили бы. В лесу было 4 лидера, несколько драконов, несколько титанов, несколько гигантских бегемотов и более 100 эльфийских экспертов. Если они начнут сражаться, будет ли город чудес все еще существовать? Это. Когда 4 стороны смотрели друг на друга кинжалами, со стороны прозвучал голос: «Могу я сказать несколько слов?» Глава 495. Противостояние. Этот голос прозвучал слишком резко. Будь то взрывной коготь, громовая ярость или крыло смерти, они никогда не обращали никакого внимания ни на кого, кроме эльфов. Люди не имели никакого влияния в лесу хаоса, и к ним часто относились как к посторонним, не говоря уже о том, что люди были слишком слабы, когда эти крупные персонажи противостояли друг другу. Там была ящерица, которая внезапно появилась на стороне. Каков будет конец этой ящерицы? Быть растоптанной до смерти. Какая квалификация есть у муравья, чтобы говорить? Умри. Случайный взмах рукой взрывного когтя создал красный торнадо высотой в несколько метров, который разрывал землю на части. Он начал двигаться в сторону Чутяня. Это была лишь случайная атака взрывного когтя, но Чутянь не смог ее заблокировать. Убийство одного человека ничем не отличалось от раздавливания муравья для взрывного когтя. Взрывной коготь, у тебя, как всегда, плохой характер. Ланселот держал скипетр жизни, и земля вокруг Чутяня сразу же высверлила несколько лоз. Каждая лоза была тонкой, как палец, и выглядела довольно слабой, но они двигались с невероятной скоростью. Они ударили атаку взрывного когтя так быстро, словно молния, и торнадо был мгновенно рассеян. Взрывной коготь и громовая ярость показали следы страха на их лицах. Этот эльфийский король занимал свое положение лишь в течение 100 лет, а Вечный Лес никогда не участвовал ни в каких спорах, поэтому Ланселот никогда не сражался с этими крупными персонажами раньше. Эти люди все еще не знали, насколько глубоки были силы Ланселота. Скипетр жизни был одним из сокровищ Вечного Леса, и его сила была неотделима от силы его пользователя. Эльфийский король вообще не использовал свою силу, он просто использовал силу скипетра, чтобы тонко позаботиться о нападении взрывного когтя, не раскрывая какую-либо часть себя. Этого было достаточно, чтобы доказать, что совершенствование эльфийского короля не было низким. Самым важным было то, что скипетр жизни был создан из ветви древнего древа жизни. Теперь сила древнего древа жизни окружала их, и, возможно, скипетр жизни станет еще сильнее. Король эльфов мог использовать силу скипетра жизни в одиночку, чтобы справиться с одним из лучших экспертов леса, поэтому, если его сила также подключится, он мог бы сразиться с 2 из них одновременно. Добавив сюда Агаста, и они не понесли бы слишком большой потери в бою. Король эльфов проигнорировал свирепое выражение взрывного когтя, и его взгляд упал на Чутяня. «Что ты хотел сказать?» «Большое спасибо вашему величеству». Выражение лица Чутяня не менялось от начала до конца. Он подошел к 4 лидерам, и будь то престиж дракона, властное выражение титана или свирепый бегемот, он вел себя так, будто там никого не было, словно давления вообще не было. Все эти большие персонажи показали странные выражения. Независимо от того, насколько сильным был человек, столкнувшись с таким давлением, он не сможет сохранять спокойствие. Это была уже не проблема мужества и нрава. Будь то эльфийский король, бегемот, титан или гигантский дракон, все они были на более высоком уровне, чем люди. Угроза была не просто из-за разницы в силе, это была прямая атака на душу.
Маленький ягненок не мог спровоцировать сильного льва или тигра. Независимо от того, насколько храбрым был ягненок, будучи помещенным среди злых львов, этот страх, заложенный глубоко в их душах, не может быть преодолен, какими бы храбрыми они не были. Не говоря уже о том, что титаны, бегемоты и гигантские драконы, когда люди были поставлены перед этими могущественными и древними существами, возможно, их даже нельзя было считать ягнятами, это было презрение, когда высший уровень смотрел на более низкое существо, Чутянь, будучи в состоянии сохранять спокойствие в такой ситуации. Как эти люди не могут быть удивлены? Это означало, что, был ли этот человек сильным или нет, по крайней мере, его душа была душой эксперта, который осмелился бросить вызов гигантскому дракону. Взрывная ярость несколько высоко оценил этого человека. Кто ты? Хозяин этого места, городской лорд города чудес, Чутянь. Чутянь, длинные и узкие золотые глаза крыла смерти были холодными, когда они смотрели на него, как змея, которая смотрела на лягушку. Хотя его голос был спокоен, люди чувствовали глубокий холод в костях. Тогда это значит, что мой подчиненный был убит тобой? Ты говоришь об этом личе? Нет, 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 благородный лорд драконов, вы, должно быть, ошиблись. Чутянь совсем не испугался ауры черного дракона, когда он сказал со спокойным лицом: мало того, что он не умер, он живет очень хорошо и даже сменил работу. 0, твой прежний хозяин здесь, ты даже не собираешься его поприветствовать. Крыло смерти было ошеломлен. Достопочтенный повелитель драконов крыло смерти. Из колонок в углу раздался холодный голос без всяких эмоций. Господин городской лорд позволил мне возродиться, и я живу очень хорошо. Я прошу ваше величество не беспокоиться обо мне. Лицо крыла смерти изменилось, и он посмотрел налево и направо. Где ты? 0, менеджер города чудес, его уши и глаза могут распространяться по всему городу чудес, поэтому он повсюду, но в то же время нигде. Чутянь знал, что объяснение этого вопроса крылу смерти было проблематично. В некотором смысле 0 уже близок к тому, чтобы стать духовным богом. Такой хвастливый человек. Взрывающий коготь сделал шаг вперед, ветвь шаманов в зеленом городе была уничтожена тобой. Чутянь посмотрел на него и покачал головой, сказав: могущественный король 10 000 зверей, я не уничтожал религию шаманов и вместо этого позволил ей еще больше распространиться. Небольшая ветвь зеленого города вышла за пределы леса и начала распространять свое влияние на далеких равнинах гончих. Просто это то, что в штаб-квартире шаманов Диких гор было бы трудно сделать, верно? Так что я не уничтожил ни одну ветвь религии шаманов, а скорее помог в развитии религии шамана. Религия шаманов развивалась на равнинах гончих, кто бы мог поверить во что-то вроде этого? Ваши глаза слишком поверхностные. Слова Чутяня прямо заставили людей вспыхнуть в холодном поту. Осмелившись сказать, что глаза этих крупных персонажей были слишком поверхностными, только Чутянь мог сделать это во всем лесу. Вы боретесь за выгоды в небольшом лесу хаоса, может ли быть только этот маленький лес на континенте. С вашей силой и моими технологиями, как трудно будет стать повелителем всего континента. Эти слова были слишком преувеличены. Даже в лесу хаоса было еще много мест для развития. Чутянь сказал: древнее древо жизни нельзя сдвинуть, и город чудес не будет сдан, это железный принцип, и никто не может его изменить. Конечно, силой любой группы было бы легко захватить город чудес, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, в какой беспрецедентный хаос попадет лес хаоса, если вы это сделаете? Ценность древнего древа жизни заключается в создании жизни. Неужели вы позволите ему умереть в пламени войны и хаоса? Агаста опроверг: древнее древо жизни принадлежит эльфам. Ты явно хочешь забрать божественный объект эльфийской расы, почему ты даешь такие напыщенные оправдания? Ты ошибаешься. Спокойно заявил Чутянь, город чудес не намерен становиться врагами ни с какими силами. Для стабильности города, чтобы спасти жизни десятков тысяч существ, город чудес имеет ценность в существовании. Пока все делают шаг назад и превратят это место в особую зону развития с городом чудес в центре. Будь то технология города чудес или сила древнего древа жизни, в конце концов, это принесет пользу всем. Не только Вечный лес получит большие выгоды, но даже Драконий хребет, Горный гигантский хребет и Дикие горы изменятся. Если повелитель драконов захочет работать с комитетом чудотворной торговли, с нашими каналами, вы сможете зарабатывать деньги со всего континента. Разве богатство лорда дракона не увеличилось бы во много раз? Если титаны будут работать с комитетом чудотворной торговли, любые материалы, которые нужны будут кузнеце титанов, даже если это будут звезды на небе, они могут быть собраны для вас, создавая большой дворец для гигантов. Разве гиганты не смогут получить в несколько раз больше ресурсов? Если Дикие горы будут работать с комитетом чудотворной торговли, мы продадим вам самое современное оружие на континенте и позволим вам вырваться из леса хаоса. Вы сможете распространиться во всех направлениях и уничтожить все препятствия. Разве ваша территория в то время не увеличилась бы в несколько раз?
Хотя лес хаоса имел примитивные связи, у всех этих гигантов были глаза повсюду. Все, что произошло недавно в городе чудес, уже было им известно, и было невозможно для них не знать о технологиях города чудес, ну или, по крайней мере, о ее части. Если бы Чутяню было уделено достаточно времени, Чутянь определенно смог бы сделать это. Однако согласятся ли эти крупные персонажи? Если область вокруг города чудес станет особой областью, не станет ли она пятой силой, поддерживаемой этими 4 силами? Когда город чудес станет большим, что произойдет, если он станет камнем, брошенным ими на свои собственные ноги? Я поддерживаю создание этой особой области. Король эльфов первым сказал: город чудес связан с большими выгодами и конфликтами, так как насчет того, чтобы сделать шаг назад, эльфы готовы стать ближайшими союзниками города чудес. Агаста не был удовлетворен этим решением. Почему эльфы должны опускать головы перед этим человеком? Независимо от того, какой потенциал имел Чутянь, он еще не сделал себе имя. Крыло смерти, громовая ярость и взрывной коготь были еще больше недовольны в это время. Город чудес был уже очень близок к Вечному лесу, а повелитель города чудес был кем-то из Вечного леса. Если город чудес станет независимым образованием, и они позволят группе Чутяня продолжать заботиться о древнем древе жизни, разве Вечный лес не получит величайших преимуществ в конце концов? Я согласен с предложением Чутяня. Когда 3 крупных персонажа не успели выразить свою позицию, с земли донесся глубокий голос. Кинарий. Все эти крупные персонажи были ошеломлены, потому что в неизвестное время вокруг города чудес появилось несколько сотен триантов. Был даже патриарх триантов, тот, кто носил титул «Защитник леса», Кинарий 100-метровой высоты. Чутянь увидел, как появился Кинарий, и с облегчением вздохнул: «Наконец-то ты здесь». Кинарий сделал медленный и твердый шаг. Трианты будут защищать древнее древо жизни до самой смерти, и любой, кто попытается навредить древнему древу жизни, станет смертельным врагом всей расы триантов. Я согласен с предложением городского лорда Чутяня. Трианты отправятся в город чудес и создадут оборонительную линию для города чудес.